Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, ну, понятное дело, начать наш разговор я, конечно же, должен с письма Зеленского Путину. И Песков там уже сделал ряд комментариев о том, что хочет поговорить, пускай приезжает в Москву. Конечно, это будет фигурировать, мы пока не слышали речи Путина, самой речи на питерском форуме, который открылся под удары дронов Зеленского. А представляете, потом на следующий день, собственно, там после разговоров и после таких ужимок с Рютте выкатывает вот это письмо. Одни утверждают, что смотрите, какой молодец Зеленский, как технологично, да, подал. Но вопрос таки, а что он подал? Что нового в письме мы увидели? Если так брать в сухом остатке. Эмоций, конечно, много, но какая-то странная ощущается радость со стороны, не то что радость, а ну такое какое-то озорство со стороны российской. Плюс Трамп вчера возьми и выдай, говорит, так если б не я, вообще проиграли за 2 дня. Плюс Зеленский и Путин. Хорошие люди. Ну и кажется, Зеленский и Путин, и Трамп вот сейчас приходят к некой финализации, просто подают ее по-разному. Путин, понятно, с позиции силы, Зеленский с позиции хамства и, понятное дело, потужности, тоже ведь силы, но события как-то бьют ключом и складываются совершенно не в пользу Зеленского. Прочли письмо? На чем бы остановились особенно? Я бы остановилась особенно на том, что события бьют ключом, Саша, и в основном по голове. И в основном простым людям, и в этом самая большая беда. В то время, пока Зеленский, Путин, Трамп и все остальные, Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен куражатся, веселятся, у них все хорошо, у них, как говорится, новый этап эскалации, они заходят на новый виток, у них новые, скажем так, идеи возникают, новый политический сезон формируется. Сейчас они уйдут в отпуск, немного передохнут, наберутся сил и начнут по новой долбить людям по головам. А в это время у людей будут взрываться дома, отключаться свет, будут умирать старики, без света, воды, лекарств и прочего, а кого-то будут просто насильственно отселять с вновь приобретенных или вновь освобожденных от населения. Нужно уже теперь добавлять это. То есть независимость от здравого смысла и освобожденные от населения территории. Ну, то есть я вам хочу сказать, вот эти вот переписочка это, знаете, эти письма, вспоминается почтальон Печкин, который говорил, что это я такой злой был, потому что у меня велосипеда не было. Но у Зеленского, как мы помним, тоже нет велосипеда. Он уже в своей репризе «Повертаю вам Україну», значить, трошки все тут зламалось, один тільки бардачок остался. Але ж великий, я думаю, что у Зеленского тоже нет велосипеда, поэтому как почтальон, тук-тук-тук, здравствуйте, кто здесь, кто там, взрослых нет дома. Ну, то есть можно очень много ассоциаций, ну, начиная там Ваньки Жукова, который на деревне дедушки писал, на Вашингтонщину, теперь, значит, пишет на Московщину, и, значит, пишите, и вы, Фима, пишите, называется. То есть, естественно, это отвлечение внимания, это очередная кость для нас с вами, в частности, и всех остальных, кто будет это обсуждать, потому что есть несколько этажей этого конфликта. Есть несчастные люди, которых бусифицируют, загнали под плинтус, положили на них могильную плиту, закрыли границы, и они живут в концлагере без средств к существованию адекватных. То есть единственное место, где они могут заработать, я в данном случае говорю об Украине, это окопы, это армия, это война. То есть, грубо говоря, ты можешь разменять свою жизнь, которая никому не дорога в этом преступном территориальном образовании. Ты можешь обменять на какой-то кусок денег, которые, возможно, продлят агонию твоих близких родственников и твою собственную. Дальше есть какой-то слой людей, которые зарабатывают на этой войне. Это Стерненки, Притулы, там, Подоляки и прочие шефиры. То есть все те, кто так или иначе распределяют, распиливают, принимают, как говорится, вот эти все бюджеты, которые сюда льются рекой, вливаются. И есть вот такие люди, как мы,
которые, по мнению тех, кто распределяет эти бюджеты, злые, потому что нам не досталось. То есть обычно они так это трактуют, Ну да, но у нас... после войны посмотрим, кто сволочь, кто не сволочь, как Буданов говорил недавно, да? Ну да, но из серии типа после войны посчитаемся, чьи были тапки и кто, собственно, в них в какую сторону ходил. Но мы, например, считаем, что мы те люди, которые сигнализируем о ненормальности положения и, пользуясь этой роскошью, говорим людям правду, какой бы горькой она ни была, потому что принятие диагноза – это первый шаг к излечению, как вы знаете. И если человек не осознает своего диагноза, то он так и будет пребывать в состоянии вот этой вот политической шизофрении на основе вот этого всемирного такого информационного бешенства. Ну и, конечно же, есть элита. Элита, о которой мы все в конечном итоге говорим, и в конечном итоге мы чего-то от них ждем. Мы чего-то ждем от Зеленского, мы чего-то ждем от Путина, от Трампа. Они для нас играют большую красивую игру, такой театр кабуки. Трамп выходит и говорит: хорошие люди, Зеленский и Путин. Вот и Хаминеи, значит, молодой сын того, кого мы убили, отца его мы замочили, а он хороший, оказывается, человек и мой большой друг. И Ким Чен Ын был хорошим другом Путина, и Нетаньяху хороший друг. Все вокруг хорошие люди, но это совсем не значит, что если у Трампа возникнут какие-то идеи, как можно этих хороших людей замочить при случае, что он этим не воспользуется. То есть все, что говорит Трамп, это вообще бой барабанов. Бей, барабан, бей, бей, барабан, бей называется. А вот все, что происходит между Путиным и Зеленским, это реальный театр кабуки. То есть они вообще вот точно так же, как украинский и русский народ могут смотреться друг друга как в зеркало, как бы не противно им было, в общем-то, это осознавать. Потому что, как известно, мы всегда видим соринку в чужом глазу и бревно в своем не замечаем. Точно так же Путин может смотреться в зеркало Зеленского, а Зеленский в зеркало Путина. Потому что действуют они абсолютно зеркально, и по большому счету каждый из них изображает. То есть Зеленский тоже уже прошел ту стадию, скажем так, принятия обстоятельств и ту степень просветления, значит, царя, который не подвергается никаким, скажем так, критическим замечаниям, да, он уже тоже пришел к вот этой игре, что нужно говорить про мир. Нужно говорить, что мир, мир, мы хотим мира, мы очень миролюбивые, мира, дайте мира нам. Говорить можно о чем угодно, как в этом анекдоте, говорите и вы. А делать нужно то, что тебе выгодно, или то, за что платят твои хозяева. Поэтому все эти его письма в ту и в другую сторону, это все исключительно отвлечение внимания для того, чтобы потом, когда начнется очередная эскалация, опять начнут освобождать от населения территории, зачищать и стирать в пыль города, распределять ресурсы, отжатые у предыдущих владельцев так называемых, и раздавать их другим, своим людям, чтобы у Зеленского был повод сказать: ну вот смотрите, мы же хотели мира, вы же видите, как мы хотели мира. Но вот они, эти невменяемые русские, вот эти кремлевские, они же мира не хотят, и что же нам вот теперь делать? То есть он теперь играет в ту же игру, в которую давным-давно играет Путин. Потому что когда он говорит, что да, конечно, мы готовы на переговоры, встречаемся в любом месте, в любое время, вот сейчас уже вылетаем, вот уже готовы вас в Москве красную дорожку расстилать, давайте езжайте, будем договариваться. Все прекрасно понимают, что никто не собирается договариваться, тем более с Зеленским. И дальше звучат другие голоса, такое эхо из серии: да кто это? Да это же хунта, да он типа пересидент, нелегитимный, да молодец, что он вообще отказывается от переговоров, помогает нам решать задачу, захватывать территории, освобождать от населения. То есть это все, Саша, очередной виток, круг, понимаете? Кони бегают по кругу. В этой цирковой арене выходов нет.
окно возможностей, которые открывались несколько раз на протяжении этого периода, они все были заколочены гвоздями, знаете. Так То а есть, почему вы считаете, что это не окно возможностей? Вот тут же тоже сейчас очень интересно. Вы говорите эхо, да? Ну, это вот с одной стороны эхо, а с другой стороны, какое сейчас мы слышим эхо? От разных украинских там, пробанковских разных. Какой гениальный ход! Как не... Весь питерский форум говорит, то только как дроны пролетели. Сегодня целый день, что же ответит Путин на письмо Зеленского? Все Зеленского обсуждают. А другие говорят, смотрите, как он классно играет в медийку. Ну, тут же как бы абсолютно, как вот, ну, не знаю, как в фильмах каких-то детективных. Он отправляет письмо Трампу. Говорит, у нас нет ПВО, Трамп, спасай. Но мы какие классные, мы сбиваем дроны вообще, просто помогаем, мы такие, у нас баллистика скоро своя, и дай вообще нам возможность лицензию выпускать, мы сильные, дай. Да? Отправляет Путину, ты плохой, давай мир. Ты проиграл, давай мир. Ты там 26 лет у власти, ты такой себе, ты старый. Ну, вот эти все такие, знаете, пробросы. И все это сон просто. Какой гениальный ход, как хорошо. Ну, понятно, что почему они все это пишут с украинской стороны. И, ну, это вот должно усилить какие-то позиции. Но тут же очень понятно, у кого какие ставки. Да? То есть все же четко видят, что к чему все идет. И осознают эту реальность. Горькую правду все понимают, представляют по-разному. И вот, например, очень интересно, например, выглядит там вот пересказы вот этих депутатов, да, которые встречались с Федоровым. И вообще, откуда взялся вот этот ноябрь? Ну, да, вот ноябрь. Ноябрь, война до ноября, вот это все. Откуда этот срок? Да потому что зимой кранты. И это понимает тот же Федоров, который там это Захер, нахер вот это вот общается в таком тоне с депутатами, его даже Мазурашу записал, как бы себя снимая, да, как он там вот, мобилизацию. Они понимают, что из тех 35 тысяч, которые они выпускают в паблик, реально там на передовую в учебные центры, а там вообще не пойми, как это дальше, то есть это еще будет отсев, доходит 15 от силы, а потом из этих 15 еще начинаются ЗЧ. Все видят, все понимают. Когда Путин приводит цифры, да, возможно, некоторые завышенные по отношению к украинской стороне, но тенденция ясна. У всех, и вот Украина говорит, вот у вас там не хватает солдат, вот мы там что-то уничтожаем. Это все как бы для публики. Реальную эту ситуацию понимает и Трамп, и Путин, и Зеленский. Почему вы не считаете, что вот сейчас как раз-таки это есть какая-то возможность окна какого-то вот этого мирного? Ведь давайте честно, Зеленский сейчас вот точно так же, как он преподнес вот это письмо, абсолютно, ну, скажем, понятно, что он использует свой сайт офиса президента как страничку у себя там в Инстаграме или где там еще, там, ну, в Фейсбуке, в Телеграме. То есть это как бы, о, Зеленский пост написал, пошли посмотрим на страничку институции. Открытое письмо, ничего себе, на украинском языке. Без переводов, без ничего, переведут сами. Так вот, это все понятно. Но он реально, то есть он же понимает, что дела плохи. И, в принципе, под такой же хор ну, в общем, лизателей можно и в Москву съездить, понимаете, сесть и обсудить, как с гуся вода. И он это понимает, поэтому вот такая накачка происходит. Почему вы против того, что это, ну вот, действительно может куда-то вывернуть в сторону хоть какого-то завершения? ну, смотрите, Саша, вот эти все преступления, которые были совершены за более 4,5 уже года по отношению к гражданским, вот эти смерти девочек в Старобельске, акт возмездия, жертвы, которые были в Киеве вот после последнего обстрела. Это все игры, как вы думаете? Это же не игры, правильно? Это смерти реальные живых Для них людей. игры, получается. Ну, для них вот игры. Они же, видите, они же небожители. И Зеленский с этими письмами, он же суется в калашный ряд небожителей со своим-то рылом. Но смотрите, дело в том, что он суется в этот калашный ряд как-то очень даже
в тему, понимаете, в темово он суется в калашный ряд, как будто бы по-прежнему своим органам на рояле играет и прямо сильные доли попадают. Почему он пишет это письмо? Именно когда происходит Питерский экономический форум. Может быть, для того, чтобы отвлечь внимание аудитории российской от проблем, которые не обсуждаются на Питерском экономическом форуме. Например, то, что их главная женщина, которая отвечает за финансы и банковскую систему, госпожа Набиуллина, не явилась на Питерский экономический форум, хотя, по идее, это ее профессиональное мероприятие, на которое она должна была бы явиться и поговорить с представителями бизнеса, но, видимо, ей нечего им сказать, и, может быть, вот эти победные реляции по поводу того, что экономика России выдерживает любые удары судьбы, и типа мы будем воевать столько, сколько нужно, и воюем на свои. Может быть, все-таки там есть какие-то вопросы, которые, может быть, люди хотели бы обсудить, но на самом деле они тем временем на Питерском экономическом форуме обсуждали тоннель с Чукотки на Аляску, который будет миллионы и миллиарды какие-то стоить, и вопрос сейсмической активности этой зоны никого не волнует, да, и вопрос, а зачем этот туннель, что будут перебрасывать войска и, как говорится, дроны со стороны воюющей стороны с Россией. То есть, когда Марк Рубио заявляет, что мы вообще-то заинтересованная сторона, мы на стороне Украины, и по сути мы воюем с Россией, а господин Дмитриев говорит, что мы очень хорошо торгуем с Соединенными Штатами Америки, и туннель сейчас будем рыть, чтобы, в принципе, можно было беспрепятственно, как говорится, перемещать туда товары, может быть, даже танки, а может быть, даже и войска. Ну, то есть вообще очень непонятные вообще вокруг происходят обстоятельства. То есть если собрать все заявления, все события, да, с одной стороны, Трамп, хорошие люди, Путин и Зеленский, с другой стороны, Рубио, мы воюем на стороне Украины, с третьей стороны, Дмитриев, мы роем тоннель в Америку, с воюющей стороной-то, да, и Набиуллина, которая не приехала на Питерский экономический форум. И самое главное, это я у вас, кстати, в Телеграме обнаружила эти фото, значит, где на Питерском экономическом форуме очень хорошие коктейли и напитки предлагали. Замечательное название, особенно Long Epstein Island. Ну, то есть это как вообще? То есть получается, что все то, что для народа российского, я в данном случае просто, у меня возникает вопрос, как у созерцателя, наблюдателя со стороны, да, для российского народа идет священная война. Мы воюем со всем Западом. Американцы негодяи помогают, значит, разведданными своим старлинкам, там, типа, и этими беспилотниками. Выделяют деньги и, типа, поддерживают этот нацистский режим. Мы, значит, должны с ними там разобраться, с этим всем Западом, друзья. Давайте затянем пояса на горле, значит, пойдем воевать, все в одном порыве, нашу родину защищать, как наши деды и отцы. А в это время, значит, тоннели, Long Epstein Island, ну, то есть уже что? Получается, что в России это не проблема, списки Эпштейна, сожранные дети, изнасилованные дети, вот эти все извращения и прочие вещи, о которых у нормальных людей волосы от этого становятся дыбом, да, и Россия своему обществу говорит, мы же типа традиционное общество, мы же защищаем семью, детей и типа все то, что дорого верующему человеку, мы православные, а они вот сатанисты, бандеровцы, значит, подлецы, нацисты. Ну, то есть это вообще как-то все не бьется. Поэтому для того, чтобы отвлечь внимание от вот этих списков, от этой вода по-европейски без газа, вода, значит, газированная, как она там называется, Северный поток-3. Ну, то есть это что? Это был юмор? Или что это было вообще? Вот просто у российского населения, у русских людей
которые там и вас в том числе смотрят. И когда я говорю, что вообще с этой войной не так, что это договорняк, что у Зеленского гарантии безопасности лично от Кремля, и что мы опять в очередной раз пронаблюдали, Рюте приехал и спокойно шастает по Киеву, жрет пельмени, вареники и, как говорится, проклинает российский народ, Москву и Путина. И нормально себя чухает там при этом, при всем. Почему в таком случае на меня наезжают и говорят, что Егорова сумасшедшая, неадекватная, на Россию там не гони, со своими украинцами разбирайтесь, мы тут типа воюем, мы покажем, мы расскажем. Так вот, пусть они зададут вопрос вот этому экономическому форуму, их организаторам, товарищу Набиуллиной, и вообще, что происходит, зачем тоннель с Чукотки на Аляску, и что туда будут возить, завозить и перебрасывать. Нет, ну подождите, мой взгляд- если задача большой мировой войны, опять Европы и России, как мы уже видели в середине прошлого века, ну так ленд-лиз будут возить, а чего? Они же как бы всем сторонам помогали, да, потом поставили на победителя, и вот нас вот такая вот история и ждет. Ведь это как бы, многие говорят, что у нас два горба каких-то, да, вот этой мировой войны. Вот сейчас это как бы прелюдия, все подготовились, все поняли, удары по системам, все примерно, ну, как бы разобрались, а дальше уже будет в открытую, как обычно. То есть все укладывается в эти геостратегические прогнозы. Но насчет коктейлей, конечно, смешно. Смешно, я посмеялся тоже в телеграм-канале. Да. Ну так А а мне что? вообще нифига не смешно, Ну так, Саша. ну так а что? Подождите, это как это? Метамодерн. Ну вот так это все подается. Вот такое у нас все. У нас Гордон хоронит Путина тоже в стиле метамодерна. У нас выходит Штиллерман, на нем ставить клейма негде и говорит, что что Путин думает, что это, ну, дурное дело не хитрое себе ядерную бомбу организовать. Возьмем и организуем, а чего? И Батман ему улыбается, говорит, а когда мы ударим баллистикой по Москве? Какой-нибудь выходит другой Светан, говорит, слушайте, у них там на высотках стоят панцири, так вот уходите люди оттуда с высоток, будем их бить, уничтожать законные легитимные цели. Поэтому все в духе какого-то времени, все, ну вот, все сошло с ума, понимаете? Все сошло с ума. Но я же опять-таки вас отправляю к тому, что реальность-то, она неминуема. Реальность-то, она у всех все равно на виду. Хоть сейчас много инфо-цыган, и вот эта вот пошесть пошла, да, вот с 90-х, нулевых, вот это все. Типа, ты конструируешь свою реальность. Да ни хрена ты не конструируешь, понимаете? То есть родился, условно, в дерьме. Если ты ничего не делаешь, представляй, что это халва. Ну, то есть она дерьмо халвой не станет. Все понимают, что ситуация с войной, ну, плохая, и ее надо заканчивать. Просто сейчас пытаются соорудить вот этот соус бешамель, под которым ее закончить. Вот от этого, наверное, есть какие-то перспективы, потому что если закончится война, перспективы как раз-таки мирной жизни, ну, может, они победят или не победят, как вам кажется? Ну, во-первых, Саша, я считаю, что нужно говорить не метамодерн, а метаболизм. Причем, знаете, нарушенный метаболизм. То есть, когда какие-то бульбы, понимаете, и непонятно, то ли это ик, то ли это пук, понимаете, в какую сторону, как говорится, потянет. Потому что то, что несет Прибасман, вот этот Штиллерман, дальше Шейтельман и прочие, не буду сейчас называть по фамилиям, но все они на ман, фус, мис, кыс и мыс, понимаете, какие-то вот такие специфические фамилии. Но что касается окна возможностей, конечно, это окно возможностей, только не в мир, о котором вы мечтаете, постоянно говорите, ждете его и все время в него верите, а именно в продолжение, эскалацию войны. Это прекрасное окно возможностей. И самое главное, если уж заговорили про двугорбого верблюда, значит, который должен привести людей в мир счастливого будущего какого-то, но не всех, 100%, а только избранных, у кого будут бабки, острова, подземные укрытия. В этих укрытиях будет лет на 10-15, может на 20 и на 30 провианта, потому что, как говорится, не всем дано будет выжить в этом безумном мире. Вы же знаете, есть одна из версий, что все сожжение должно
постигнуть человечество, и только 600 тысяч праведных еврейских душ будут витать над этим, значит, пепелищем, а потом они спустятся или вылезут из подвалов своих и начнут, как говорится, снова сеять разумное, доброе, вечное, бесконечное среди тех, кто выжил, кто кожу все это время с себя снимал и адаптировался к вот этим вот условиям новых обстоятельств жизненных. Но как бы оставим в сторону все эти картинки апокалипсиса и поговорим о том, какой возможности окно открылось. Смотрите, если речь идет о том, что объявляется какое-то там перемирие, ну, то есть под какими-то предлогами, дописался, В достучался. письме, типа, давайте начинать говорить, а пока говорим, не стрелять. Ну, вот так, да. Да, пока говорим не стрелять, значит, дописался, достучался до Кремля Владимир Зеленский, и, значит, Кремль говорит: окей, хорошо, нам тоже надоело, значит, вот так вот странно воевать, мы же хотим торговать, и у нас все готово, в принципе-то, и дух Анкориджа по-прежнему витает над Кремлем. Ну и что, получается, в информационном пространстве они закроют рот Зеленскому подалеку и прочим Федоровым, которые начнут кричать: «Yes! АБХСС! Мы сделали этих старых, значит, пердунов из Кремля, мы их добили, это наша победа, мы сохранились, мы приумножились, мы теперь здесь навсегда, мы, типа, лучшая власть, никакой не будет больше Конституции, никаких выборов, потому что только с нами, победителями, вы, значит, будете счастливы, мы вас защитим». И дальше льются потоки бабла из Европы, значит, на территорию Украины. На что бабла? Ну, естественно, на армію, которая будет усиливаться. Їм будуть розказувати, що ось подивіться, ми вам казали, що Україна має бути сильною, значить, всі будуть воювати, ми тепер будемо готуватися, тепер ми 100% ми, значить, захищаємо всю Європу, і вся Європа буде готувати, значить, Україну для того, щоб бути захисниками. Всех вот этих мужиков, которые сидят там в Польше, Венгрии, Греции, Швеции, украинцев, их всех обратно вернут взад, поставят под ружье и, короче говоря, значит, Питер Тиль и Алекс Карп уже приезжали к Зеленскому, они уже подписали с ним документы, что они будут все свои технологии, которые завязаны на слежении за каждым человеком, на привязке каждого человека к электронному ошейнику, на беспилотных силах, которые они будут развивать, на слежении спутниковых систем за вот этой вот линией, скажем так, разграничения. То есть за это время, пока они будут вот эти вот победные реляции, куча желающих из Европы поучаствовать в этом бизнесе, будут инвестировать в Украину. Более того, Украина украинскому народу не принадлежит. Украинского народа, по сути, здесь нет, прав у него тоже нет, потому что нет ни конституции, ни правовой базы. За это время все уже поменялось. То есть вот это все, что Зеленский натворил в правовом поле, это все закрепится. То есть закон обратной силы не имеет, некому будет это все отматывать, кинопленку, разбираться, это все закрепится. Сюда начнут завозить бангладешцев, индийцев, понимаете, кого угодно, то есть весь мусор, для того, чтобы они там работали на плантациях, потому что земли черноземные, плодородные, украинские, уже принадлежат BlackRock'у. BlackRock свободно будет это все вывозить через одесские порты, куда угодно, потому что, в принципе, у них перемирие. То есть русские не имеют возможности на это каким-то образом влиять, там что-нибудь взрывать или еще что-то такое. Короче говоря, у них начнется веселая жизнь. 80% Украины, так как и хотел Гитлер по плану ОСТ, будет полностью принадлежать Западу. Плодородные земли, ресурсы, поля, леса, как говорится, все, что в земле, все, что над землей, и рабы. Одни, которые уже успели, как говорится, поехать и в рабство сдаться,
там им будут продлевать какие-то такие сомнительного рода документы, вряд ли им будут давать там гражданство или еще что-то. То есть для них придумают какую-то отдельную форму, чтобы держать их на коротком поводке. А сюда будут завозить рабочую силу, ну, по своему собственному усмотрению, потому что тот, кто победитель и герой, это будет Зеленский, он, безусловно, будет вне подозрений, правильно? То есть 90% Украины уходит в Европу, и ею пользуются и жрут ее, пока не сожрут, и там только косточки начнут, как говорится, уже звенеть. А вся остальная часть бывшего Советского Союза и Россия, которая называется, она, соответственно, уходит под контроль Китая. То есть если речь идет о том, что эта война была создана вот таким образом и производилась для того, чтобы раздеребанить остатки Советского Союза, которые когда-то еще были двумя типа независимыми государствами между Китаем и Европой, а за ними стоит Соединенные Штаты Америки, то в принципе цель достигнута. То есть России ничего не останется, когда они будут рассказывать в своем телевизоре: вот, посмотрите, они же типа им деньги дают, они укрепляются, они будут воевать, второй горб скоро-скоро наступит. Вот, посмотрите технологии, Алекс Карр, Питер Тиль, Палантир, типа там, Илон Маск. Мы тоже срочно должны, значит, какие-то технологии использовать. Китай, давай нам свои технологии, давай нам свои машины, давай нам свои, значит, установки. Мы сейчас. Вот и все. То есть, если об этом шла речь, что Россия отдается на откуп, как говорится, Китаю, и такая точно же вот эта вот администрация колониальная, которая управляет русскими и на русском языке рассказывает им, что они должны делать, куда бежать, как думать и как жить. Потому что, судя по тому, какие законы в Думе принимают по электронным деньгам, по 15-минутным городам, по тому, как вообще нужно закрывать рот инакомыслящим, то по большому счету разница небольшая. Точно так же, как эта война велась между двумя славянскими народами, которые имеют единый корень, точно так же и вот это перемирие и подготовка к новой войне между Китаем и Соединенными Штатами Америки, она тоже будет происходить на этой же территории, на этом же поле боя. Просто людям дадут возможность еще вдохнуть воздушку перед последним погружением во тьму окончательную, когда уже, как говорится, встретятся два чудовища на территории и России, и Украины, для того, чтобы тут уже камня на камне не осталось, никакой русской речи, никаких Булгаковых, Чеховых, Достоевских, Толстых, потому что об этом уже все забыто. Вы помните, что в этом году на Красной площади парад Победы был в усеченном виде под предлогом того, что беспилотники страшные, а в следующем году уже и некогда будет его проводить. Будет забыта и Победа 45-го, и наши деды и отцы Сталина давно уже похоронили и спрятали, как говорится, под сукно. Ну и, собственно, начнется вот новая реальность. Поэтому, друзья, выбирайте. Вы или китайский учите, или там английский, французский, немецкий и прочие европейские языки. И, как говорится, ждите своих новых, как говорится, хозяев, которые будут управлять вами оптом и в розницу. Вы же видите, как показывали опрос. Радость-то какая, Булгакова сняли, слушайте, и люди там спрашивают у них, они говорят: да, вот он имперец, такой негодяй, нехороший. Ну, то есть до этого Булгаков был заставлен, типа, как бы, ну, для защиты, на самом деле, убрать с глаз Андреевского спуска. В общем, как бы, ну, завален, не пойми чем. Это, к сожалению, памятник Булгакова возле его домика Булгакова, ну, музея там, где, в принципе, все киевляне знают, где Андреевский спуск, или кто бывал в Киеве, все это туристическая зона, то есть все это магнит определенный туристический. И интересно, что вот нет у него вот этой защиты ЮНЕСКО, вот как в Одессе зашили Пушкина, да, ну и как бы, ну и нет Пушкина. Сносить нельзя, ну так не снесли же, то есть, ну, не выполнили же
скажем так, ну, выполнили же все международные требования. Ну, не видно, ну, не Саша, видно и не видно. а Богдан Хмельницкий на Софийской площади? Богдан Хмельницкий, который уже давным-давно заколочен, его точно так же сняли просто из поля зрения, но он точно так же исчезнет, поверьте мне. Потому что вот это пространство, это все, это больше не Киев, который мы знаем со своей историей, который Российской империей, по-моему, в XVI веке был выкуплен у поляков там за какое-то огромное количество золота и серебра, которое там этими телегами везли в Польшу, в Варшаву, для того, чтобы, значит, они знали, кому принадлежит эта земля, и был заключен вечный мир. Все это будет уничтожено, конечно, и Пушкин, и Чехов, и Достоевский, и Толстой, и прочие Богданы Хмельницкие будут зачищены, потому что здесь будет абсолютно, знаете, табула раса, или нет даже, терра инкогнита, то есть никто не будет знать, это просто какое-то пространство, где живет какое-то население, кто-то тут где-то когда-то умирал, за что непонятно, война непонятно за что, да и вообще эти людишки больше будут выступать в качестве удобрения для новых хозяев, которые на их костях, на этих кладбищах потом будут растить, я не знаю что. Они там будут выращивать, судя по тому, что они адренохром этот потребляют, так они, по-моему, растения, которые будут на кладбищах расти, на гниении славянских тел, они отлично будут поедать картошечку, бурячок и морковочку с этих полей. Ну, то есть на самом деле это страшная история, это поглощение двумя огромными геополитическими монстрами, которые, с одной стороны, сделали ставку на технологический уклад и на прогрессивные технологии, а другие, со своей стороны, сделали ставку на массовость свою, потому что 1,5 миллиарда в долю не падают ни российскому населению, сколько там, 140 или 150 миллионов сейчас. Я вот слышала информацию, люди же тоже подсчитывают в России, там не все идиоты, и не все живут исключительно пропагандой, которая черно-белая. Там люди подсчитали, что демографическая ситуация в России сейчас такова, в особенности с вот этой вот войной, которая не вселяет оптимизма в людей. То есть они не хотят рожать 2, 3, 5 и 25 ребенка, потому что они не знают, на что они их обрекают. Короче говоря, через 20 лет, если вот такая демографическая ситуация сохранится, в России 70 миллионов. 70 миллионов на такую огромную территорию. И 1,5 миллиарда китайцев. Вот просто интересно, Китай будет слишком щепетилен относительно того, что им бы тоже неплохо было расширить границы своего, скажем так, существования. Точно так же, как Европа вообще нифига не щепетильна. То есть они как шли 41-45 год с планом ОСТ, Дранг на Хостен, расширяли сферу своего влияния, существования и жизненного пространства. Геополитика – это нацистская идеология, которая была признана таковой, нацистская идеология на Нюрнбергском процессе, и это идеология расширения жизненного пространства одних народов за счет других народов. И просто ужас заключается в том, что мы с вами, Саша, относимся к этим дурным народам, которые так до сих пор видят собственными глазами, что что-то не то происходит, и не могут честно себе признаться, что происходит не то. А тот, кто им говорит, что, ребят, посмотрите, это не то, здесь вообще все не так, как нам рассказывают. На самом деле есть другие планы и другие цели, и задачи, и мотивы. А они говорят, нет, мы верим Путину, а мы верим Зеленскому. Нет, смотрите, свято. вы сейчас, наверное, ну, опять-таки, ну, это ваша позиция, но мне просто... Вы сейчас мажете их одним миром. Да, так они им намазаны одним миром. Как сказал Иисус Христос, что наступят времена, когда в палатах каменных и в царских дворцах будут говорить обо мне, но там не будет меня. А сатана сказал Иисусу Христу, искушая его в пустыне, что все цари земные поклонятся мне. Так а в чем вообще отличие Трампа от Зеленского? И, к сожалению, Путина от них в том числе.
который воюет якобы с Соединенными Штатами Америки, нет, со всем Объединенным Западом, несмотря на какого-то там нелегитимного Зеленского, а в это время люди, которым он дает этот мандат, договариваются о том, чтобы торговать с Соединенными Штатами Америки, давать им ренту за использование северных потоков и пробивать тоннель на Чукотке, значит, на Аляску, для того, чтобы торговать было быстрее, лучше и веселее. И вообще над всем Кремлем, значит, витает дух Анкориджа. То есть там не витает дух 45-го года, победы наших предков, там не витает такого духа. Речь не идет о том, что вся страна, Россия, должна отстоять, значит, свое право на существование. Там даже не витает дух солидарного общества, которым был Советский Союз. Там витает дух капитализма, и нужно торговать. Там говорят о товарообороте, там нормально себе все чухают, по-прежнему выезжают за границу вместе со своими детьми, по-прежнему чиновники заявляют, что мы же не можем ссориться с Соединенными Штатами и с Европой, потому что наши дети не смогут увидеть Париж. И вообще у них по-прежнему там стоят яхты, дачи и прочее. У кого-то там образцово-показательно их отжали, а у кого-то они прекрасно по-прежнему работают. И по-прежнему товарищ Набиуллина принимает решение и снимает мораторий на вывоз капиталов. То есть капиталы тем временем бегут из России. То есть если раньше можно было $1 миллион в месяц вывести за пределы беспрепятственно, а потом она сняла эти ограничения, и теперь можно миллиардами вывозить. Ну так и что в таком случае? Чем они друг от друга отличаются? Тем, что пропаганда их рисует как врагов, а на самом деле они действуют, как говорится, с двух сторон, но одинаковыми методами. И даже Зеленский, этот тупой, безмозглый, как говорится, КВНщик, он уже понял, как нужно действовать. Точно так же, как и Путин. Говорит, что мы хотим мира, а на самом деле продолжать войну и утилизировать население. Потому что Борис Джонсон, как и его папаша, который всю жизнь занимался уменьшением популяции населения на планете, радостно сообщил нам, что наконец-то популяция на планете перестала увеличиваться. То есть пошел обратный отсчет. Получается, что все элиты, вот те на высоком самом этаже, они все выполняют одну и ту же задачу. Все эти войны, все эти взрывы, все эти ядерные дубины, все вот это вот, пандемии и прочие голоды, которые рано или поздно уже будут, они уже грядут, Саша. Когда нам начинают рассказывать про то, что закрыт Ормузский пролив, не хватает топлива, нету нефти, танкеры взорвались, вообще уже ничего никуда не плывет, денег нет вообще, но вы держитесь. Это значит, что завтра нам расскажут, что а как же мы могли посевную провести, если не было топлива? А если мы посевную не провели, значит нет из чего хлебушек печь. А нету хлебушка, извините, нету ручек, нету и печенька. Поэтому сидите там в подвале, молчите, ничего не говорите. А кто скажет, тот, как говорится, сам виноват. Пойдет по этапу, нам дешевая рабочая сила нужна, но недолго. Потому что, как известно, вы знаете, в концлагере люди долго не живут. Их плохо кормят, заставляют долго и много работать, поэтому они мрут, как мухи. При этом не размножаются, не жужжат, не ходят на демонстрации, ничего не требуют, потому что когда нет социализма и весь мир капиталистический, то по большому счету твоя жизнь, моя вечеринка называется. Я убиваю тебя, потому что это мой бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Сегодня очень такой напряженный эпизод произошел, ну, как обычно. Мадьяр выходит, говорит, вот смотрите, какие у нас успехи. В Азовском море везли военные грузы, зерно, порты Бердянска, Мариуполя поразили 5 суден. 5. И как бы в одном из суден, в общем-то, среди экипажа было 25 азербайджанцев, 5 погибли, 3 получили ранения. Об этом уже сообщил и МИД Азербайджана, то есть все как бы, ну, то есть это все подтверждено, это не просто там какие-то разговоры. Ну и все думают, какие международные последствия будут.
А, Плюс параллельно во время этой атаки, да, она была ночная, и утром в румынском порту чего-то взорвалось, потом пошло сообщение, что еще там 3, собственно, идут безэкипажных катера тоже к этому румынскому порту. Смотрите, Европа — это рука, которая кормит. Что там произошло? Я не знаю, я пока не видел, что это там российские дроны, но понятное дело, да, ну-ка, кто ж еще будет бить по Румынии? Но хотя греков еще там месяц назад щелкнули по носу, когда они сказали: ребята, ну, то есть это, ну, давайте как-то ноту они потом написали спустя несколько недель, потому что их постоянно одергивали, мол, молчите, молчите, ничего против Украины не пишите. Греков. А потом все-таки написали, ну, хоть что-то сделали, да, кулуарно, и эта тема заглохла. Но сейчас Румыния. Точно так же дрон залетел, заминирован, ну, зашел в порт, его фотографировали, снимали на видео, а потом он взял и взорвался. Ну, он заминированный с таймером. И там судьба этих еще дополнительных, которые идут из экипажных катера, неизвестна. Ну и, конечно, вот такой щелчок по носу Алиеву. Вот интересно, они же, помните, на Давосе разговаривали на английском, Зеленский и Алиев. Мы помним, как там пассажирские сбили самолет, и там такие были прям искры, напряжения. Кажется все-таки, что то ли, ну так оно получается, ну то есть не вот эти друзья, каким Алиев является для Зеленского, а Европа является для того же Зеленского, не... В общем, как-то оно само складывается, что, ребята, Украина превращается в угрозу. Война в Украине превращается в угрозу уже для очень и очень многих. Какие последствия от этих 2 эпизодов, сегодняшних буквально, могут быть на международной арене? Как вы видите их? Потому что, ну, явно, как это, ошибаться можно, врать нельзя. Помните это замечательное изречение, которое там, с которым пришел Белоусов, только-только стал в России министром обороны. А тут мы погрязли во вранье и таких катастрофических ошибках. Или это как? Бей своих, чтоб чужие боялись. Нет, это хаос, который, в принципе, выгоден сатанистам, потому что они именно нагревают руки на конфликтах всех со всеми. Поразительно только, что Ильхам Алиев, который является дипломатом высокого класса и, в общем-то, закончив там высшее учебное заведение еще во времена Советского Союза, что он никак не может свести, как говорится, 1+1 и понять 2, что все то, что происходит с учетом всех тех игроков, которые нам понятны, что это реванш нацизма, который, в принципе, осуществлялся их разгром в 20 веке, и по большому счету дружить с Европой и идти, скажем так, у них на поводу, это абсолютно четкая позиция, которую он занимает. И когда погибают его граждане, и он должен хоть как-то реагировать с дипломатической точки зрения. Но единственное, что ему можно посоветовать, написать на английском языке письмо, открытое Зеленскому, а потом приехать в Киев, как это сделал Марк Рюте, и сходить на капище, поставить свечку, пожать руку Зеленскому, сказать, какой это мой прекрасный друг, и как мы вместе счастливо будем строить прекрасное будущее. Но только нужно помнить, что когда большинство лидеров на тот момент, которые возглавляли свои страны в 20 веке, дружили с Гитлером, ему приветствие от солнца к сердцу или от сердца к солнцу воздавали, кричали «Хайль Гитлер» и прочее, в том числе и королевская семья, и сама королева Елизавета, прародительница всех вот этих теперешних, значит, монархов, воздавала еще ребенком почесть нацистской идеологии. Они же все тоже были увлечены Гитлером, его идеями нацизма. Вся Америка вообще гудела, это было модно, это был тренд. Они считали, что вот мы, значит, на стороне света и добра, мы на стороне
новых технологий, мы на стороне нового мирового порядка, мы сейчас пойдем, разберемся с этими темными, страшными, ужасными русскими, мы им покажем, расскажем, раздеребаним все эти ресурсы, всю эту кладовую, как говорится, разберем, разделим на сферы влияния и будем, как говорится, жить, поживать и добра наживать, торговать, и будет нам счастье. Вот странно, что Ильхам Алиев, который был частью Советского Союза и, в общем-то, должен помнить эту историю, что он занял эту позицию. Но это неудивительно, потому что не только он, как вы видите, и господин Пашинян тоже идет в том же направлении. То есть все отколовшиеся постсоветские республики, они увлечены этим процессом вхождения в Евросоюз, в Европарламент, в эти красивые кабинеты, в эти прекрасные вот эти вот митинг-румы, как бы им нравится, что они куда-то летают, что-то такое важное делают, пьют коктейли пряные, там, беседуют на английском языке, приняты в королевском дворце британской короны. Но конец, судя по всему, будет приблизительно такой же. Второй горб войны, кровь, грязь, смерти и падение кого-то, какой-то из воюющих сторон, и, собственно, потом ужасный период осознания и раскаяния, потому что дойдет до каждого без исключения. И то, что делает Бровди и его, значить, дружинонька чарівна, теж бойциця, значить, армії української, ну, это результат того, что вовремя не придушили эту гниду в зародыше. Потому что когда появляется нулевой пациент, распространяющий психическую эпидемию и бешенство, и все очевидно видят, что любое столкновение с ним приводит к заражению существ, которые с ним проводят время, таким же бешенством, и отряд бешеных, как говорится, пополняется не по дням, а по часам, что это реальная эпидемия психическая, то, в принципе, ее нужно лечить, пока еще не поздно, как раковую болезнь. А когда это уже последняя, 4-я стадия, и когда весь мир сошел с ума, то, в принципе, дальше только химиотерапия. Вот похоже, все к этому ведется, все к этому идется, под аплодисменты всех собравшихся. Да. Опять же, знаете, Саша, я опять же хочу повториться. Признание диагноза – первый путь к исцелению. И то, когда еще есть хоть какое-то количество здоровых клеток, здорового общества, здоровых людей. На территории Украины на протяжении этих 5 лет было огромное количество здоровых людей, здорового общества, которое можно было сохранить, которое можно было вернуть к нормальной жизни, к строительству, к воспроизводству, к созиданию. Но за эти 5 лет вот этого вот дебильного, понимаете, решения, которые принимались со всех сторон, огромное количество убито, уничтожено, разуверились, заняли другую позицию, перепрошиты, выдавлены из страны. То же самое, я думаю, в ближайшем обозримом будущем будет происходить на территории России. Потому что там люди тоже не настолько сумасшедшие, неадекватные. Может быть, они не говорят и не сопротивляются, но они все видят, делают свои собственные выводы и все понимают. И большинство из них не захочет в этом участвовать. И они тоже начнут уезжать, бежать, они начнут любыми способами, как говорится, отползать от этого готовящегося здесь вот этого поля боя. Но Армения, Азербайджан и прочее, они тоже далеко не ползут от этого. Потому что когда начнется вот такое большое побоище, все так или иначе будут втянуты. Вот вопрос только в одном. Или эти люди настолько безумные, те, которые управляют странами, народами, принимают решения, или они настолько дебильные, что они не могут просто элементарно, ну, как бы, провести аналогии и параллели. Либо они настолько алчные, что они, видя вот это бабло бешеное, которое они могут вот так вот беспрепятственно, не учитывая ничьи интересы, просто распихивать по карманам, и это им застит глаза.
Я не могу до конца ответить на этот вопрос. Может быть, потому что нет женской энергии в этих всех кругах, понимаете? То есть нет женщин, которые бы сказали своим мужчинам: хватит это делать, останавливайтесь, Ну, а останавливайся. какие женщины? Подождите, ну, Рютте никогда не был женат, там какие-то были там у него истории, там еще там, ну, целый путь, понимаете, этих. Какие же, о каких женщинах вы говорите? Зеленский там много ж было, не живет с женой, они там встречаются периодически, и то на симпозиумах. Ну, то есть об этом открыто говорили, что война нынче. Да, Путин развелся, ну и как бы и все, там попускали эти утки, что кто-то там у него есть, какая-нибудь там Алина, какая-нибудь Кабаева, ну и все, как бы, Россия его жена, понимаете, то есть, ну, у А, Трампа кстати, между есть прочим, жена. Саша, по поводу Алины Кабаевой. Вот даже если она является его женщиной, и у них есть вот эти мифические или реальные дети, Алина Кабаева, вообще на секундочку, она, если я не ошибаюсь, мусульманка по вероисповеданию. Ну, то есть Россия это вообще-то это одна из официальных религий, мусульманство, ислам, как бы и православие. Но вот просто интересно, внутри его семьи, его дети, какую исповедуют веру? С учетом того, что сам Владимир Владимирович регулярно ходит в православную церковь и как бы православным апеллирует к православному миру. Хотя большинство людей, которые воюют на фронте, они, кстати, исповедуют ислам, очень многие. То есть там еще есть и внутренний, возможно, такой пока еще не проявленный конфликт и в семье у самого Путина, и, как говорится, в стране, которая ему жена. Все, кто живет в России, все Путину жена, как Ну, говорится. смотрите, по поводу Кабаевой, в общем, ну, до конца непонятно, но были там какие-то сообщения, что в 2006 году она говорила, что верит в Бога, читает Библию. Ну, то есть прямо не говорила там, какая. А перед Олимпиадой писали, Олимпиадой 4 года, писали, что она в основном, в общем-то, ну, в общем, медийно пересказывают эту историю, что официальная декларация ее, что она якобы приняла православие. Ее отец татарин, мусульманин, да, там в семье в такой. Ну, то есть до конца мы не можем утверждать вот это, и по происхождению, ну, да, а вот как там сейчас, непонятно. Ну, это так, для Но чистоты, так сказать, ну, чтоб не наговаривать, тем более религия нет, тема мы же, тонкая. как мы не наговариваем, мы, во-первых, как мы могли бы наговаривать, если мы не обладаем стопроцентной информацией, потому что ею никто не обладает. Ну, там То, чего-то что когда-то какие-то публикации были, но на самом деле, ну, давайте так. То есть это все равно личное дело каждого в любом случае, но видите, как выходит на такой новый определенный а, уровень понимания того, что вообще происходит. Да и вообще, вместе они, не вместе, были, не были, тоже большие вопросы. Это все такая больше желтушная история. А по факту, ну, то есть женской энергии не хватает. По факту, Саша, мы знаем только очень хорошо, что происходит с американскими президентами. Кто их жены, кто их дети, они никого не скрывают, показывают, гордятся, демонстрируют, вводят их абсолютно официально в какие-то должности государственные, дают им возможность зарабатывать на этом статусе. Короче, мы все знаем про Трампа. У нас есть предположение относительно Зеленского, также у нас есть предположение, это скрытая тема, но, как говорится, все секреты, ничего не тайно относительно того, кем является Макрон и его баба-деда, понимаете? Ну, то есть Макрон вообще, по большому счету, четко сказал Макрон, говорит, я поддерживаю письмо Зеленского. Молодец, Зеленский. Все, собственно, хорошее письмо. Заверните и как бы подайте вместе с круассаном. так как кто ему это письмо, я думаю, и написал, и дал ему ценные указания, что нужно с этим делать. Официальный шут британской короны и агент Ми-6 Зеленский выполняет требования своих белых господ. И, соответственно, в этой войне против России постсоветской и в своем стремлении разделить ее на сферы влияния британская корона и Франция действуют заодно, потому что, как мы знаем, это, скажем так, исторически сложившийся факт. Британская корона всегда создавала вот этот сценарий, она же подбирала
всех на кастинге на исполнение главных ролей, и она же, собственно, и дирижирует вот этими всеми процессами. Ну, опять-таки, Но смотрите, всесильная — это корона тоже. Вот сейчас, например, там Стармер выходит и чуть не плача говорит: Илон Маск меня сбивает, свергает. А чего свергает? Потому что у него есть X. Потому что все другие как бы заткнули соцсети, а X можно еще чего-то высказать. И прям X этот читают, и люди выходят с протестами, люди бунтуют. 5 декабря с вот таким 20-сантиметровым кинжалом британец ситх, да, или как там, ну, в общем, не британского происхождения, скажем так, лишил жизни британца, да, ну, то есть паренька. Приехала полиция, тут начал верещать, что расизм, ну и, собственно, получается, полиция вроде как тем, что добила, в общем, его. И люди возмущены, выходят на протесты, бьют белых британцев, ну вот тех, которые традиционных, а виноват Илон Маск. Там такой разброд, там, ну, действительно там такие процессы. И вот понимаете, вот когда мы говорим корона, такая сейчас Шотландия возьмет, уйдет, а что от нее останется? Там британцы как-то не особенно хотят с вот такой короной и с вот таким правительством жить, когда, ну, выходцы из других земель становятся мэрами в городах. То есть это уже совсем другая Британия. Но на самом деле Британия может быть какая угодно, но корона будет любыми средствами удерживать свое первенство и будет манипулировать этими своими верноподданными или неверно подданными любыми способами. Они бросят всех в топку, и им будет все равно, кто заполонит эти территории, лишь бы только они платили британской короне налоги с земли, которые они распоряжаются как собственностью, и каждый, кто приезжает и получает документы в Британии, платит королю налог за то, что живет на его земле. А вот эти все истории, бедный Стармер, ой, смотрите, какие у них типа проблемы с политическим классом, они за последнее время, посмотрите, сколько премьер-министров поменяли, и все такие они, значит, непрофессиональные, некомпетентные, дебильные, начиная там от Лиз Трасс, потом вот этой обезьянки индийской и всех остальных. На самом деле это как раз и есть самый главный элемент отвлечения внимания. То у них король при смерти умирает, все никак не умрет. Понимаете, это технология птицы с подбитым крылом, которая постоянно изображает, что она слабенькая, несчастненькая, такая: что с меня возьмешь, с меня взять-то нечего, мы старички больные, у нас рак, дурак, краб, понимаешь, и все. И скраб, и дебильные у нас премьер-министры, но на самом деле тихой сапочкой они свое дело делают. И они сталкивают лбами сильных игроков, дурачков, потому что у них есть эта технология, она у них в крови, вот это змеиное. В чем, собственно, основная мысль первых, скажем так, людей и их изгнание из рая? Что они глупые, вместо того, чтобы верить своему Создателю, Господу Богу, который им правила создал, и живите, плодитесь, размножайтесь, горя не знайте, живите вечно и бесконечно. Они поверили тому, кто в пыли, в грязи ползает, взлетать не может, но может нашептать своим вот этим ядовитым раздвоенным языком и искусить, совершить грех. Грехопадение, оно, как говорится, в человеческие мозги вот с этим шепотком, понимаете, змеиным, оно происходит. Человек сам не знает, почему он эту херню творит вообще. Где-то какой-то голос ему шепчет: а вот так вот сделай, и будет тебе счастье. Ты всех победишь, Володя Зеленский. Ты всех вообще убедишь, Пиши Володя письмо, Путин. пиши письмо, Да. пиши, я готов встретиться, пора заканчивать войну, но ты, Путин, тут, и вообще старый, и вообще, и унизим, и все.
Да, вот Саша, такая а вы вот. думаете, что вокруг Путина мало вот таких вот шепотков, мало таких вот язычков, которые ему тоже вливают? Мы же вообще не понимаем. Вы знаете, мы вообще про него ничего не понимаем. Есть ли у него семья, есть ли у него эти дети, вообще какого они вероисповедания, где они, кто они, и как вообще это влияет на его решение. Потому что взрослый человек, достаточно мудрый, опытный, но уже не мальчик, он тоже может беспокоиться о судьбе своего молодого потомства. И это тоже может быть одним из факторов, на который можно давить для того, чтобы он принимал те или иные решения. И мы не знаем, кто те люди, которые ему описывают картину происходящих событий, откуда он черпает информацию. Может быть, он тоже находится в состоянии абсолютно искаженного представления на сегодняшний день о том, что происходит в полях, в боях вообще, на экономическом форуме в Питере, и что вообще там делает эта Набиуллина, как она вообще устраивает бегство капиталов. Мы тоже не знаем этого. И российский народ тоже не знает, потому что они черпают информацию, как говорится, из пропагандистских источников, которые практически уже руки, ноги Кремля и всех остальных, как говорится, его подразделений. Но люди, они могут сказать, что им сказал Соловьев, они могут 100% сказать, что произносила Скобеева своим ротом. Но они же не могут сказать, кто им пишет эти тексты и кто заказывает музыку. И почему она именно такая, что люди не видят очевидных вещей и не соглашаются, когда им предлагают посмотреть на альтернативную версию с другого ракурса. Они прямо физически не могут это воспринять. А для того, чтобы принять свой диагноз, нужно как минимум хотя бы его дослушать до конца. Потом осознать, что да, вот по каким-то симптомам, факторам, так действительно, я вот так вот себя чувствую. А потом понять, как лечиться. Лечение одно, Саша, это осознание того, кто мы такие. А когда люди вообще не понимают, кто они такие. Вот украинцы, они кто? У которых Чехова, Достоевского, Толстого забрали, Булгакова снесли, этого самого Богдана Хмельницкого заколотили, Веру забрали, их митрополитов посадили, какую-то Ну как, новую ПЦУ создали, как понимаете? кто? Европейцы. Европейцы. Ну, Мгм. вот вам ответ. На Европейцы. каком языке они говорят в На основном? европейском. Мгм. Нам же там дочка Ярослава Мудрого в Париже, вот это все. На Помните этот, эсперанто, может, уже пора начать помните говорить. этот анекдот, да? Почему Париж, Париж? Сало привезла, говорит, Париж. Ну, вот так вот, да. Ага, Вот, Париж сало, да? да, вот такая вот история. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, что вы улыбаетесь в конце нашего эфира. Значит, я смогла поднять вам настроение. Вам, неисправимому оптимисту, я желаю оставаться таким же оптимистом. И я бы хотела очень сильно ошибаться в своих прогнозах, но, к сожалению, пока что вижу, что сколько лет говорю, столько лет и попадаю именно в точку. Надеюсь, что люди все-таки поймут, что излечение должно начинаться с признания собственного диагноза. Если мы хотя бы чуть-чуть вообще приоткрываем завесу тайны, которая уже всем видна, просто не все об этом говорят, то я думаю, что рано или поздно об этом начнут говорить большинство, и, может быть, после этого наступит какое-то прозрение. Лишь бы только было не поздно. Ну или не наступит. Поживем, увидим. Друзья, берегите себя. В любом случае, добра и света каждому. До скорого.